А жизнь начинает налаживаться. Что же произойдет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну и называется «Здрасте, приехали», да? Разрушена семья у многих из вас, да? Вот, ну, в принципе, не нужно быть и даже тарологом, чтобы уже по первым двум картам понять, что потеряна любовь, потеряна семья у многих из вас. Кто-то, возможно, находится сейчас уже в одном шаге от разрыва, да, то есть вы можете проживать вместе, но по какой-то причине пытаться сохранить эти отношения, но вы знаете, что разрыв уже неминуем. Те, кто уже потеряли, да, поскольку это общий расклад, вы переворачиваете под себя, кто уже потерял семью, я не могу сказать, что это для вас оказалось трагедией. Многие из вас были к этому готовы. Да, тяжело переносили, но уже сейчас многие из вас поняли, что все, что не делается, все к лучшему. Этот период страданий вы прошли. Кто-то из вас, конечно же, ну, скажем так, заливал свое горе где-то с рюмочкой, где-то в компании. И есть, ну, пара-тройка друзей, либо же близких, может быть, у кого-то это коллеги, кто вообще по жизни это ваша такая надежная поддержка и опора. Люди, которые, ну, не позволят вам упасть. Они вас спасут в любой ситуации, и это здорово, что у вас есть такие люди. Напишите, пожалуйста, давайте сделаем маленький опрос наш. Кто у вас те самые люди, может быть, близкие, у кого-то друзья, там родственники, коллеги, может быть, у кого-то соседи, даже, ну, соседи, с которыми вы дружите. Вот кто есть вашей поддержкой? Кто является та самая, может быть, пара-тройка, у кого-то, может быть, это один друг, либо же у кого-то брат, сестра, у кого как проиграется. Пишите, всегда очень интересно читать ваши комментарии. Кто-то сейчас, знаете, находится, возможно, даже ну, в такой черной полосе. Вот именно сейчас проигрывается, мы не берем то, что когда-то у вас были проблемы. Что это может быть за черная полоса? Но здесь, смотрите, да, здесь, конечно, показано, что это в большей части либо вы недавно расстались, да, вот, то у вас, конечно, сейчас это такой трэш, это мир потерян, это депрессняк, это хреново. Но все-таки вы в душе знаете, что вы будете делать, вы будете двигаться дальше и вообще, как вы поменяете свою жизнь. Это касается тех, кто вот недавно разошелся. Ну и в очередной раз вы у нас в сигнификации показаны как король жезлов, да? Это человек активный, это человек страстный, ревнивый, это человек, который может делать много дел одновременно. Это человек, который умеет держать под своим таким острым соколиным взглядом все, что где происходит и дома, и на работе. Это человек, который большой собственник. Вот когда у вас есть женщина, ну, либо же была, да, я думаю, каждый из вас, ну, почти, может быть, каждый, согласится, что вы настолько ревновали, хотя вы, может быть, и не показывали, да, вот вы просто могли одним взглядом, да, все просекать, кто на вашу женщину посмотрел, как посмотрел, не дай бог она кому-то понравилась, и у вас кровь начинала бурлить и закипать. Напишите, у кого отыгрывается, ну, такой, знаете, вы супер-пупер ревнивец, конечно же. То, что вы страстный, классный любовник, это даже не обсуждается. Вы сторонник постоянной партнерши. Вот если вас что-то в женщине не устраивает, ну никогда вы не будете, ну просто так, ради развлечения, ради какого-то разнообразия, вы не будете никогда
даже спать с женщиной, правда, ребят? Ну, напишите, мне просто интересно всегда читать ваши отзывы, и, знаете, я вас узнаю все больше и больше, и мне все интереснее становится ваша жизнь. Я уже знаю ваши истории, это так классно, это, ну, вообще, знаете, ну, действительно, вот кто меня регулярно смотрит, мы уже как одна большая семья. Мы можем и посмеяться, и поприкалываться. Я, ну, здесь с вами, да, в эфире. Вы в комментариях можете поприкалываться. И это, кстати, здорово, потому что юмор– это наше все. Без юмора никуда. Я вообще сочувствую людям, у которых нет чувства юмора. С ними тяжело, они не понимают шуток. Да и вообще как-то, я не знаю, это скучно жить без юмора. То есть, смотрите, вы не сторонник иметь несколько партнерш одновременно. Вот не сторонник. Даже если у кого-то когда-то там, да, левачок проскакивал, опять же, это общий расклад, может быть, он когда-то и проскакивал, но это уже у каждого своя ситуация. Но это не было от души, это был либо же вынужденный левак, это могла быть, ну, такая измена под шофе, либо же измена, когда у вас отношения начали рушиться. Ну, ваша семья прежняя, к примеру, да, то есть вы понимали, что уже все, толку не будет, либо же вы видели, что вы не нужны своей женщине, там интима с ней нет, допустим, либо же он такой, знаете, ну, у собачек, наверное, лучше, простите за такое сравнение, чем у вас, да, и у кроликов, наверное, тоже будет подольше. Поэтому здесь и мог у кого-то из вас проскочить левачок, но не от хорошей жизни. Вы человек компанейский, вы человек, который любит оттянуться. Но оттянуться в хорошем смысле слова, да, в хорошей компании, под рюмочку чайка, да, вот именно это не должна быть какая-то большая тусовка. Вот даже в большой какой-то тусовке, вот ночные клубы, вот, ну, к примеру, вы их как-то не любите даже. А вот когда это все свои, когда можно вспомнить о каких-то, может быть, былых временах, когда можно вести теплые разговоры, когда можно шутить, прикалываться именно вот в своей компании. Потому что можно прикольнуться где-то в другом месте, в новой компании, и вас неправильно поймут, да, потому что там разные люди, и вы их можете не знать. Они могут вообще как-то неадекватно отреагировать на ваши шутки. Кто-то из вас, конечно, прошел период, когда, ну, с рюмочкой дружил довольно так плотно, но опять же это было не от хорошей жизни. От этой пагубной привычки вы либо избавились, либо вот стараетесь сейчас, может быть, избавиться, потому что, ну, вам это не по душе. Вы не такой. Вот на самом деле вы не такой. Вы не будете опускаться. Вы, если беретесь за эту рюмочку, даже если вы на какой-то период подсаживаетесь на нее, это, ну, действительно от того, что душа болит, а сердце плачет. От того, что вам плохо. Просто немножко заглушить эту боль, забыться, уснуть, да? Напишите, у кого это проигрывается. Ну что, погнали, мои любимые мальчишки, да? Что же будет в вашей жизни налаживаться и вообще что будет происходить? Вы переворачиваете под себя, я буду разные ситуации вам описывать. Понятно, что кому-то больше подойдет, кому-то меньше, кому-то, может быть, вообще какая-то ситуация, либо расклад может не подойти. Но я знаю, что вы, в принципе, многие любите мои видео, да, кто-то как фильмы, как сериалы смотрит, кто-то берет какие-то психологические штучки. В любом случае, мне приятно. И знаете, я уже когда-то говорила в своем видео, что пусть даже у кого-то из вас даже не отыграется, да, потому что это общий расклад. Для кого-то это реально развлечение, это отдушина может быть, да. Но если вы хотя бы, кто-то улыбнется, кто-то поверит в себя благодаря моим раскладам, кто-то будет надеяться на лучшее, ну, я считаю, что это все равно большого стоит. Поэтому я верю, что все-таки мои расклады хоть немножечко вас мотивируют, стимулируют, да, к дальнейшей жизни, к дальнейшим подвигам. Потому что я вижу по раскладам, у многих у вас действительно в душе трешняк, когда, ну, просто жить не хочется, правда? Это ужасные слова, но тем не менее, я думаю, все наладится и не без моей помощи. Пусть маленькая, но помощь. Итак, что же в вашей жизни будет налаживаться? Что же будет происходить? Ну, знаете, это уже как бы даже не смешно, потому что не первый раз у нас в раскладах вот именно на будущее, да, проигрывается то, что кто-то из вас
во-первых, поверит в себя и откроет в себе, либо уже открыл, ну, то, что у вас есть магические способности. Я об этом уже говорила неоднократно. Кто меня смотрит, ребят, да, я понимаю, что вы меня многие постоянно смотрите, потому не удивляйтесь, если какие-то моменты у нас повторяются. Я бы настоятельно рекомендовала вам, кто знает, кто чувствует, может быть, у кого в роду, а у вас однозначно, смотрите, у вас у кого-то в роду проигрывается, что либо ваши бабушки этим занимались, да, вот магией, целительство, может быть, таро даже, либо же прабабушки, ну кто-то по крови. У кого-то может даже проиграться вот две женщины, может быть, две бабушки, да, вот с папиной, с маминой стороны. Вам это все передалось, тем более, если у вас, вы знаете, что две ваши родственницы этим занимались, то вы действительно серьезным магом можете быть. Причем, смотрите, у кого вот проиграется, что две ваши там бабушки, прабабушки были, одна из них занималась белой магией, вторая черной. Черная магия не очень хорошая, черная магия наказуема. Вы об этом знаете. Я черной магией, допустим, не занимаюсь, потому что, ну, помимо того, что это грех, это очень нехорошие поступки, да. Я не хочу, чтобы я и мой ребенок за это отвечал. Поэтому, смотрите, скажу сейчас теперь не очень приятные вещи, но они для вас очень важные. Именно из-за того, что ваша вот прародительница, да, занималась какими-то вот, ну, черно-магическими делами, у вас это откликается вот на вашей жизни. Вот это идет, возможно, у кого-то по родословной, да, это могут быть проблемы у вашей мамы, это могут быть проблемы там у вашего брата, сестры, то есть по крови. И вам, кому-то из вас, да, вот я обращаюсь, да, не ко всем, опять же, думайте, кому это подходит, вам нужно не то что идти, вам нужно бежать чиститься, делать чистку, потому что, ну, реально ваша жизнь может пойти под откос. Да, здесь в первую очередь личная жизнь, здесь проблемы с женщинами, и здесь проблемы по финансам будут. Ну, то есть, если вы не будете делать чистки. Вот у вас как вот это вот, да, вот паж пентаклей. Как была 1 копеечка, так и будет. Понимаете? Поэтому, ну, как говорится, дело царское, я никого не призываю, не заставляю, но я вам сказала. Даже проиграется, что у кого-то из вас может эта магия ударять по здоровью. Здесь может быть плохое самочувствие, здесь может быть, ну, то есть вы сами не можете понять, либо врачи делают обследование и не могут понять, что с вами происходит. Упадок сил, встаете утром, как будто вы выжатый лимон. Обычно сердце страдает, сердечно-сосудистая система. Поэтому вот я почему так плотненько остановилась, это очень-очень важно. На ком есть, возможно, магия, вы подозреваете, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, на диагностику обращайтесь. Чем могу, помогу, телефон под видео. Далее. У кого-то из вас идет поездочка. Такая, причем, знаете, это может быть романтическая поездка. Но в каком плане? Начнется она не с романтика, да, вы, возможно, по работе там поедете, может быть, кто-то по своим каким-то делам, но там вы можете познакомиться. Там у кого-то может, ну, это перейти в серьезные отношения, кто-то может завязать роман. Хотя вы не очень-то и сторонники романа, вы больше любите стабильность, но тем не менее этот роман, который завяжется, он может перейти в серьезные такие стабильные отношения. Далее, что еще? У тех из вас, у кого сейчас трешняк вот именно по работе, по зарплате, да, деньги постепенно, конечно же, начнут вот сыпаться на вас вот ниоткуда. Но я сейчас не о тех, на ком есть магия, ребят. Это разные вещи. Здесь может проиграться, кто-то, допустим, найдет новую работу, более прибыльную. У кого-то там, я не знаю, заморский дядюшка, может быть, вам какое-то там наследство передаст. Кому-то долги отдадут, кому-то еще. Кто-то, может быть, там какую-то купюру в куртке, в пальто, там где-то в кармане найдет. Ну, то есть
Может быть, даже подработки будут. Знаете, вот бывает, что даже те же соседи, там, либо друзья, приятели, они начинают звонить, там, писать, что вот, там, Саша, помоги, почини, отремонтируй, да, вот, либо еще что-то помоги. И они вам денежку будут за это, естественно, давать. Поэтому финансовое положение это 100% пойдет в гору. Вот кто сейчас в грусти, в печали из-за денег, даже не балуйтесь, даже не переживайте, у вас все начнет круто меняться. Далее, у кого-то из вас, возможно, смотрите, конфликтная ситуация с мужчиной. Сейчас мы уточним. Это может быть у кого-то конфликт как по работе. Просто будьте осторожны, да, чтобы ни в какие сплетни никуда вас не затянули, чтобы, ну, тем более не ругаться с начальством. И все будет шикардос, да. У кого-то из вас идут перемены, вот именно, знаете, сейчас я еще посмотрю. У кого-то из вас идут сейчас вот такие тотальные переживания по поводу того, что вот я остался один, я никому не нужен. Ну, конечно же, это отголоски прошлого, это после того, как вы потеряли свою женщину, да. Но вот то, что я вижу, ну, сами высшие силы опять-таки мне показывают, что в вашей жизни будет новая семья, новая женщина. Причем это будут такие настоящие, крепкие, дружеские такие отношения, гармоничные. Я не имею в виду, что вы будете просто дружить, но будет семья. Нет. Просто это такая, знаете, гармоничная семья, в которой вместе вот все и в радости, и в горе. Это вот, ну, знаете, вот десятка кубков, я ее обожаю. Вот она такая светлая, она такая позитивная, когда, посмотрите, все счастливы, все улыбаются, всем хорошо и комфортно, не хочется никуда бежать, не нужны даже никакие друзья-приятели, потому что хорошо в семье. Поэтому, ребят, вот кого накрывает, а я вижу, что у кого-то из вас сейчас, ну, реально может накрывать от грусти, печали, что вы думаете, все, да кому я нужен, да где я найду женщину, ну, то есть мыслей может быть много разных. Я бы вас отговорила от этого негатива. Вот просто я вас пытаюсь отговорить, потому что, ну вот, результат налицо, что вас ждет. Вы научитесь улыбаться, потому что многие из вас уже забыли, как это делается. Далее, кто-то из вас, кто сейчас болеет, может быть даже довольно серьезно, здесь идет излечение, но оно постепенное, конечно же, быстро так вы не сможете преодолеть, но болезнь ваша будет, ну, как бы излечена полностью, на корню. Просто немножечко терпения. Ну что же у нас сегодня как-то кубки и мечи, да? Слишком много думаете, слишком много переживаете, надумываете и додумываете, ребята. Сами себя порой вгоняете в негатив. Сами себя вгоняете в такие печальные энергии. У кого-то из вас появятся мысли кардинально поменять свою жизнь, причем вы можете взвешивать даже все за и против. Может быть, кто-то хочет работу поменять, кто-то город, кто-то там, я не знаю. Ну, то есть кардинально поменять свою жизнь. Просто не все решаются. Не все решаются, но почему-то вы очень переживаете. Далее. У кого сейчас может быть какие-то не очень хорошие отношения с каким-то человеком, опять же, у кого-то, ну, у всех, вернее, проиграется по-разному. Здесь может быть конфликт либо в семье, либо на работе, да. Может быть, даже кто-то с детьми долго не общался. Из-за этого тоже вы переживаете. Здесь будет весточка, человек сделает шаг вам навстречу. Ну, то, что вы влюбитесь, посмотрите, постоянно нам сегодня выпадают вот кубки. Ну, то есть, какой основной посыл сегодняшнего расклада? Почему жизнь только начинается? И я так понимаю, что она начинается, конечно же, в большей степени. Ну, финансы, работа, это понятно, но все-таки, поскольку у нас кубки, женщины, любовь, да, вы это и сами видите, в общем-то, то есть жизнь начинается в любви, в отношениях. То есть вам о чем говорит Таро? Что
не опускайте руки, не нужно нагнетать серьезных каких-то себе таких негативных мыслей, да, а потом же сидеть и страдать. У вас будет женщина, у вас все будет, у вас будут чувства, которые вы, может быть, даже многие забыли, как это состояние влюбленности. Кто-то из вас забыл, что такое интим женщины, да, потому что вам важна именно любимая женщина. Поэтому, мои золотые, не вешаем нос, все наладится. Ну, давайте-ка еще напоследочек. Что-то вы выиграете, ребят. Опять же, у каждого это проиграется по-своему. Смотрите, кто-то, возможно, выиграет суд, кто-то сделает чистку, да, то, что на вас было, вот негативного. Если это касается людей, допустим, в форме, да, вот мои земляки, это вас касается, да, вы знаете, откуда я. Мои земляки, мальчишки, я к вам обращаюсь, да, вот кто связан с формой. Но здесь вы будете победители. Будет жарко, будет очень горячо, но вы выиграете этот бой, эту битву. Вы добьетесь то, чего вы хотели, да, если это какие-то маневры, я не буду это озвучивать в эфире. Вы выиграете, вы будете на высоте, вы будете на коне. У меня прям мурашки побежали, я так этого хочу, чтобы все у нас было классно. То есть, вы знаете, у вас начнется у многих белая полоса. Вы начнете выигрывать какие-то вещи. Кто-то, может быть, даже лотерейный билет выиграет, да? Вернее, по лотерейному билету что-то вы выиграете. Пусть это мелочь, но все равно приятно. Кто-то выиграет действительно бой какой-то, да? Кто-то в суде, может быть, судебное дело, там алименты, наследство, дележка имущества, все что угодно. То есть у вас начинается белая полоса, но больший акцент все-таки. Жизнь начинает налаживаться, и в первую очередь личная жизнь. Будьте, мальчишки мои, счастливы и любимы, чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!